Ну что, друзья, привет! Сегодня будет маленько нестандартный видос. Я хочу поговорить о безопасности, о том, как я ее вижу. Может быть, какие-то советы вам дам. Может быть, вы их используете, может быть, не используете. Не знаю. Те, кто следит за моим инстаграмом, тот знает, что мы собирались ехать в Карелию и половить красивые кадры. Собственно, вот они. Почему так мало, спросите вы? Потому что мы объездили все. Над Гранд Каньоном нам не разрешили летать. Мы доехали до финской границы, там какие-то пограничники. В общем, мы изъездили все, стартовать негде. На озере снег, на поле снег. То есть дорога и лес, больше ничего. В общем, поехали мы по дороге, нашли поворот. И на этом повороте, я так прикинул, хватит места для старта. И ветер был как раз из-за леса, и он был такой хороший. Я не знаю сколько. То есть я чувствую, что он такой предельный. Но поснимать-то надо, Карелия, красиво, там эти маленькие скалы такие. В общем, не суть, стартую. И меня так начинает штырить. Я понимаю, что вот там коптер, все, съемка идет, надо лететь, надо сниматься. Надо лететь ровно. А ровно-то не получается. Тебя просто колбасит, подкидывает вверх-вниз, ладно, блейд там стабильный и все такое, но я на крыло никогда не надеюсь. Я лечу, я уже не думаю, где коптер, я не знаю, где коптер. Мы летали без связи, потому что, там, вперед-назад, буквально там 10 минут. И думаю, вот я сейчас полечу дальше, да, или там выше, или ниже. Меня как ебнет в землю. И что вот тогда? Вот что тогда? И к чему я это говорю? Вы вот выезжаете на полеты, спрашиваете там, какой ветер, там 3, 5, 2, 7, 15, там. Кто-то говорит, в 12 летают, но это дебилы просто. Как бы это грубо ни звучало. Какое 12? Но если кто-то в 12 пролетел... Так вот, друзья, по ситуации в Карелии всегда умейте отказаться от полета. Если вы чувствуете своим сердцем, либо каким-то другим местом, что вы не хотите взлетать, откажитесь. Поверьте, налетаться успеете. Второй момент. Не летайте в одиночку. Каким бы опытным ты не был, ты рано или поздно все равно ошибаешься.
Жену возьмите на полеты, друга, кого-нибудь, потому что в случае какой-то ошибки вашей на старте вы будете лежать на поле, никто вас не спасет. А так хотя бы будет кому позвонить, например, в скорую. Третий момент, с которым я столкнулся в 19 лет, это звездная болезнь, моя любимая. Это момент, когда у тебя что-то начинает получаться, но ты не осознаешь, насколько мало ты умеешь. Ты начинаешь думать, что ты прогрессируешь быстрее других, у тебя пропадает страх. Ты начинаешь, соответственно, делать ошибки, большие либо маленькие, и это плохо. И плохо, когда человек не понимает, когда должно быть страшно, а когда нет. Четвертый момент – понты. Никогда не делайте на публику то, что реально не умеете. Одно дело мастерство, а другое – это делать то, что вы не делаете еще на автомате. Не превозносите себя слишком высоко, и так видно, кто как летает. Пятый момент – это стадный инстинкт. Парни, надеюсь, не надо объяснять, что это зло, это плохо, и просто не поддавайтесь. Не надо. Прогрессируйте постепенно, не надо прыгать выше головы. Нельзя, например, сделать бочку за один день. Порой за видимой простотой элемента скрывается сотни часов тренировок, которые никто никогда не увидит. Пилотаж. Если у вас складывается крыло, значит вы что-то делаете не так. В любом случае все вводные дает пилот. И если у вас складывается крыло в хорошую погоду, значит вы не учли местность, не учли солнце, не учли ветер. Делайте выводы. Помните, вы пилот и вы управляете. Если вы летаете с товарищем, всегда обращайте внимание на его мотор, на его крыло, как работает двигатель. Может, его надо подрегулировать, может быть, товарищ неправильно пристегнулся. Вообще проявляйте бдительность на соревнованиях, просто на каких-то тусах. Периодически просматривайте двигатель, установку, посмотрите гайки, болты, подтяните, подзатяните. Это занимает 5 минут времени вашего, но эти 5 минут могут стоить вам очень дорогой ошибки. Одно дело, когда у вас на высоте просто глохнет движок, и вы садитесь на поле, а другое дело, когда у вас на высоте метра отваливается винт. Поэтому следите за своим мотором. Парни, и последний пункт. Всегда фильтруйте то, что вы читаете на форуме, либо слышите от пилотов, потому что об одном и том же крыле отзывы могут быть абсолютно разные. Друзья, вот такие у меня мысли, я ими с вами поделился, и мне кажется, если вы будете придерживаться всех этих пунктов, которые я перечислил, опыт ваш будет расти, а безопасность вас будет только преследовать. Пока.